Собрались наконец-то. Все, наконец-таки собрались. Время сейчас 23:04. В спидометре пробег 27 тысяч. Нифига у тебя пробег какой здоровый. У нас есть кофе, стаканы. Есть кофеек, стаканы. Да, путешествие началось хорошо. Уже успели залить весь салон кофе. Уронили термос, да. Только что распечатали страховку на автомобиль. Зеленую карту. Будем уже, наверное, на границе только делать. Потому что в интернете мы ее сделать не смогли. Все, так что поехали. Сначала мы заедем, заберем товарища. Потому что он к нам не приехал. Все, и поедем. Да. Дальше будет видно куда. Пока не знаю куда. А точного плана нет. Возможно, отнимут на границе. Заехали товарища забрать. Малоярославец. А селедки ты не предложил? Будешь селедку? Селедки. По дороге попались ментам. Дороги попались ментам, не сняли. Хотели тоже снять. Ты прям им заплатил или ты квитанцию взял? Квитанцию, там 250 рублей всего выходит. А мы хотели, ты еще заплатишь. А так нельзя было дать? 250 рублей напрямую. А он мне, кстати, сразу сказал. Не давай. Нет, типа это. Ну, там штраф небольшой, всего 250 рублей. Может быть, он намекал на то, чтобы сразу ему 250 дать. Чтобы не оформляться. Ну, сдачи, наверное, Ну, ну, сдача будет. без сдачи не было, да. В поездочку собрать. Отлично, теперь спокойно. Теперь не буду, как в фильме «Хостел», бояться по Восточной Европе ездить. Откуда это все? Я хвалю. Это цевье. Цевье упало. Мы динамит, мы Заряжаю аптечку. Фигак. А брат вот тут отрезал. Вот, и вот тут. А смысл? Это чтобы Ну, больше... в карман, чтобы можно... Нет, он просто из-за скрытности сделал обрез, допустим. Но у него 2 ствола было. Это экспортный вариант. 79-80 год. Завод Иж. Вот такие вот штуки стоят на протяжении очень большого периода трассы. Ну, в частности, сейчас по Минке мы ехали. Рядом с заправками, просто на трассе. Пункты поборов. Пункты поборов, да. И так намекают на то, что надо бы купить зеленую карту. Мы решили сдаться и все-таки в одну из них заехать. Оказалось, что везде фиксированная стоимость. Не буду ее называть, потому что, возможно, она поменяется. Ну, в общем, ехать в Беларусь дешево, в остальные страны дорого. Ну, что поделаешь. В Смоленск приехали. Хороший город. Старинный. Трамвай, как в фильме «Брат». Это где этот? Российские штуки, он говорил. Не брат ты мне. По-моему, ты замерз. Ничего. Может, я Ветерок дует прохладнее. Хочешь, я тебе дам рубашечку, ты ее На ноги? повяжешь, да, вот так вот. ноги можно вставить в эти рукава. Мы обсуждали вчера, можно ли штаны через голову называть. Ну, белорусский мед, тут все белорусское. Да. Какое-то непонятное здание, и на нем написано название месяца. Сельскохозяйственный регион. Я думаю, это какой-то дом культуры. Может, это белорусское имя какое-нибудь?
приехать в осень. Ну вот, видимо, главная достопримечательность города — стена. Но это тоже не первая стена. Даже роман нашего Может быть, министра есть культуры так называется. Стена. Я почему-то был уверен, что в Смоленске должен быть Кремль. Там есть Вот. какая-то... Ну вот это, значит, стена. Там княжий какой-то дворец, не дворец. Бастион. Бастион. Поедем в Бастион? Ну, это не он, Ночной это клуб. где-то- да. Ночной клуб Бастион. Мы можем заехать до точки, там дальше. Которая королевская что-то. Бастион, да? Бастион, Ночной да. клуб. Поехали. В 13-м году, 25 сентября. Прикол. Я не верю, что это главная достопримечательность. Должно быть что-то поинтереснее. Засрал ботинки. А что, вы уже сняли видос? Нет. Давайте снимем видос. Мы приехали из России в другую страну. Сразу чувствуется, да? Хотя отъехали буквально 2 километра. Сразу все И тут все чистенько. по-другому. И все, и даль такая светлая. Зачем они подстригли всю эту траву? Или она просто обработана? Это просто... Это все поля, это всё поля? обработанные поля. Да, вот у нас все поля в стране стоят. Здесь же вся земля, она в сельхозобороте. То есть, где есть свободные участки, сразу вот это строится, засыпается землей, Мгм, равняется. мгм. Эх, бежал хорошо. На границе нас вообще не остановили, даже никому не интересно, потому что Мы без товара. мы считаем... Ну, видите, московские номера едут, деньги в страну идут, что останавливают? Мы считаем субъект федерации, да, Вер? Слышишь, они говорят, не подходи, не подходи. А если ой, быки, может, не пойдем? Они племенные, не могут ничего. Злые белорусские. Белорусские не могут быть злыми, они все добренькие. У них такое вкусное молоко. Злая корова не может такое вкусное молоко давать. Ну, бык вообще, смотри, бык жесткий. Я думаю, что он может побежать, да. Ну пошли так. Давайте мы на эту левую берем. Въезжаем в Витебск. Собираемся здесь позавтракать. Саш, там не спишь? Нет. Нет. Бодро, весело Витебск въезжает. Смотрите, дома как в Северной Корее. Все одинаковые. Желтые. Никто там не живет. Приехали в Витебск на главную площадь. Скорее всего, это главная площадь. Центр. Купаться в фонтане нельзя. В фонтане нельзя. Да, вообще ничего не взяли. Да мы же в Беларуси, никто ничего не сделал. Ну, вообще приехал американец какой-то, снимает. Не наш Тебе человек. разрешение давали на съемку?
А, тут же тоже, да, можно сесть случайно? Потом не найду. Даже смертная казнь, короче. В Беларуси? Да, расстрел. А когда последний раз кого-нибудь расстреливали? А вот метро взорвали 4 ребята вчера. А, и расстреляли, да, их? А на самом деле надо правда найти места шагаловские. А то как-то обидно, видели же вы все. Ты часы на завтрак 5 минут. 10-12, у нас есть полчаса. О, отлично. Тут должны быть, До начала завтрака. О, класс. тут должны быть туристические баннеры, где вы находитесь и какие достопримечательности. В Витебске, да? Блин, слушайте, Блестят. а здесь, наверное, проходит на центральной этой улице. Да, скорее всего. Какой фестиваль? Базар? Витебский базар, ага. О, вертолет. Где вертолет? Ой, там их много. Там их много, да. С фломастерами уже своими. Мгм. Как не слезать теперь отсюда? Спрыгивать можно. Сейчас. А тут невысоко. Только надо оттолкнуться. Как поднял, так и снял. Нормально вообще, на крючок посадил. Вернее, как, посадил рядом с ним, потом получился крючок. Все, пошли завтра. Кушать пошли. Знаешь, сколько вышло? 100 рублей. Да? Ну, это нормально. На все. Хорошо. Там еще 2 ложки сметаны. Рублей. Мне уже доложили. Надо было тебе больше. Взяли мы еды на троих. Один постится. Он по мелочи он взял только хлеб и суп. Мне салатик, суп я съел. Вот. Взяли Это было красиво, смотри. что-то красивое, не помню, как называется. На все по Бабка? все 500 рублей. Бабка, да. Называется бабка. Ну, Вместо всё, драников. 500 рублей. Все очень вкусно. В принципе, в Витебске можно есть. Бесплатно на 30 минут есть Wi-Fi. Была целиком. Угу, давай. Нужно получить смс и подключиться. И паспортные данные вести. Мгм. Сейчас пойдем искать дом, где Шагалов. Давай я подключусь. Давай, я забью навигатор на Ригу. Шагала, а потом ты подключишься и забьешь Ригу, когда можешь садишь. Да. Давай. Это грамотно. Это грамотно. Да, Дима. Очень, Мне прям очень интересно, наелся. Время сколько он скажет до Риги. 8 часов 8. к вечеру. Да ну. У нас еще границы называют. 2. Птички плавятся. Музей Марка Шагала. Здрасте. Его учения. Родители хотели, чтобы он стал фотографом. Платишь, все ерунда. А чё вы одень платьюшко-то? Мы подержимся. Давай. В России вот такого нету, да? Да есть в Краснодарском крае, наверное. Перемышль ехать есть. Как от Малого ехать. Днем просто надо ехать, не ночью.
портрет. Я говорю, у тебя получается портретки походу. У меня получается разные фотографии. Потом можно обрабатывать, убирать. И может быть, ты подскажешь, где Отличная идея, съемки поддерживаю. А вообще очень приятная особенность местного населения уступать дорогу всем, кто спешит. Мы все еще живы. 14 часов. Часа там, да, вон. 13:04 местного времени. Не все выжили. Но мы еще держимся. Очень-очень красивые пейзажики, леса. Вот-вот ждешь, что выскочит какой-нибудь кабанчик из леса. А волчек. Или хотя бы лисичка, ну, да, сестричка. Дорожная забава, прочитай название города. Так, приготовились. Сейчас будем читать. Она очень длинная что-то. Что-то прям длинное. Чуть проще. Чарняйщина. Черняйщина. Или Чарняйщина. Чарняйщина. Черняшчина. Черняйщина. Черняшчина. Черняйщина. Верхне... Верхнезвинск. 2. Белорусы используют Чё? все по максимуму. Землю, буквы, согласные. И даже В русских иногда не очень мало оборот. Тут много. Здесь его в избытке, согласен. Белорусско-литовская граница. Очень грамотно сделано для того, чтобы люди не стояли на дороге в очереди. Устроили электронную очередь, в которую ты приезжаешь на АЗС, регистрируешься, и вот как машин ты ждешь на площадке, довольно большой, вместительный, пока твой номер отобразится вон там на табло. Стоим на границе. Да, тем более там недалеко. А вы же видели, там написано Бронслава Галкина. Вот это вообще спокойная граница. А вы сколько уже стоите-то? Долго. Ну вот помните, мы впереди вошли? Угу. Вот. Ну, сколько, наверное, час уже стоит? Сейчас уже, да? Конечно. А машин-то всего ничего. А никто не двигается, я смотрю. особо. Просто, да, Говорят, что Хохлов там на автобусе. тормознули, да? Россия, они сказали, пошла на нахуй. Они говорят, не хотят платить. Знаешь, какие, да? Все плохо, Россия. Одна шаурма, мне это надоело уже. У нас в Воронеже раньше такого никогда не было. У нас националистский город, и у нас даже на работу не берут не русских. Мгм. Вообще не берут. Ну там Воронеж националистский город. Это я уже сам 15 лет живу, это я знаю. Потому что там терпеть не могут. И никогда на работе, в магазине ни один не будет работать. Только клининговая служба. А сейчас этот год прям все продали. Все вот этой шаурме продали и все. Вот ну а вас Москва, что там говорить? Я вон к дочери в Москву приехала, в магазин захожу, говорю, нифига себе, одни, блядь, на меня вся толпа людей смотрит. А что, не так, что ли? Вот это уже надоело, ну согласитесь, вот этот шаурма, маурма, блядь. Ну сделайте вареники какие-то, там пельмени наши, да? Все, давайте. Удачи. Вам все? Вас пропустили? Давайте. Удачки вам. Ну, в общем, сейчас мы находимся на пропускном пункте между Белоруссией и Латвией. Тут полная... Ну, тут полная жесть. Короче, говорят, что нашли каких-то украинцев, у которых был целый арсенал оружия. Ну это слухи. Ну, это слухи, да. Ну, только что прям девушка говорила, да, прям при ней автоматы. Женщина. Автоматы. Уже какие-то, автоматы. Автоматы, гранаты. ПЗРК. Мы тут уже находимся целый час. Все это время у нас заняло пройти только белорусскую границу. Теперь мы сейчас... Да, там все Достаточно оказалось просто. Ну, заняло час. Да. Талончики. Да. При том, что машин было мало. Теперь нам предстоит с латвийцами общаться. Или с латышами. Или с латышами, или с эстонцами. Или с литовцами. Сейчас ждем нашей очереди, собрали все документики.
А очередь наша еще не А он очередь наша, я не знаю. Но у нас есть еда. Мы можем тут сидеть 8 часов, 10. Еда, которую, скорее всего, выкинут. Заполнили таможенные Туалет декларации. есть. Я в туалет зашел, там мужик бреется и молится в раковине. Водитель, наверное, какой-то. Ну все, до связи. Мы еще выйдем. В эфир. В эфир. В эфир. Дим, он там курит. Нам можно покурить? А у нас уже написано декларация 18 сигарет. Нельзя курить. А то будет меньше, не соответствует Да, действительности. переписывать. Сколько времени пришло? 3 часа. Но пробыли мы на пропускном пункте 3 часа с половиной. Это с учетом 2 границ. Там. Ну, вот 2 границы прошли. 2 границы. Ну, короче, в общей сложности 3 часа. Да? Выехали из Беларуси и въехали в Латвию. Ну, не хватало, в общем, у нас одного документика, который мы в списке не увидели. Это технологическая карта. Диагностическая карта. Досмотра, короче, который делается при технологическом обслуживании. При техобслуживании. То, что в сервисной книжке это не пойдет, нужно только на листе А4. Наличие ОСАГО тоже их не колышет. Да, не колышет. Нам пришлось связываться с Москвой, звонить в Киев. И они нам выслали на И в Реса, и Реса нам прислала. Да. И нам только страховая прислала на почту погранслужбы эту бумажку. Но просто очень много нервов. Мы не ожидали совершенно с этой стороны такого количества нервов и проблем. Но мы выдержали наше путешествие. Продолжается. Мы готовы гулять, тусить. Можем уже сегодня вечером уже на набережной. Расслабиться. Можно, Риге. только надо сначала выехать, надо. въехать в Евросоюз в последний момент. Да, Мы на самом деле не преодолели до конца эту Да. границу. У нас еще осталось 200 метров. Парашют в багажнике. 200 метров. Надо было уже, конечно. Да, подушечку уберем. Все, конец связи.